С вами Екатерина Смирнова, и это урок акварели для начинающих. Сегодня я покажу, как писать горы голубого хребта. Я предлагаю использовать акварельную бумагу торшон или фактурную бумагу холодного прессования. Я буду использовать 3 разных кисти, одна пошире, хаки для нанесения воды, среднего размера и небольшого размера для детальной живописи. Вам понадобится 5 цветов: серая пейна, ультрамарин, небесно-голубой, светло-алая и сиена натуральная. Здесь я буду тестировать свои цвета. А это мой маленький набросок. Я начну с написания неба. Сначала мне нужно намочить мою бумагу широкой кистью. Удостоверьтесь, что бумага хорошо пропиталась. Я не смачиваю бумагу до краев и оставляю небольшое расстояние по периметру. Рекомендуется нанести воду на бумагу дважды, чтобы она хорошо пропиталась. Смешав ультрамарин и небесно-голубой, я получаю первый цвет для неба. Используя кисть среднего размера, начиная сверху, нанесите первый цвет, медленно перемещаясь к центру. Промойте кисть водой и размойте нижнюю линию, чтобы она плавно исчезла. Моя бумага прикреплена к стене, но, конечно, вы можете рисовать на столе. Смешайте светло-алую и натуральную сиену. Уберите избыток воды с кисти, пропитав ее на салфетке. Теперь, начиная снизу, медленно перемещаясь к центру, нанесите второй цвет. Просушите кисть салфеткой и смешайте оба цвета, чтобы они плавно слились. Я также напишу несколько облаков смесью серого пейна и ультрамарина. Очень важно помнить, что вы можете писать облака, пока бумага еще влажная. У вас будет около 10 минут с тех пор, как вы начали работать над небом, до тех пор, пока бумага не высохнет. Когда вы чувствуете, что бумага уже начинает подсыхать, вам нужно остановиться. Исправление ваших ошибок просто ухудшит ситуацию. Слишком много воды на кисточке также будет создавать проблемы. Вот почему вам нужно найти тонкую грань между влажным и сухим. Я часто использую салфетку, чтобы убрать дополнительную влажность с моей кисточки. Теперь вам нужно просушить бумагу. Вы можете либо подождать, пока она высохнет сама по себе, либо использовать фен. Убедиться, что бумага высохла, можно, коснувшись ее. Если она все еще прохладная, это означает, что она не полностью сухая. Следующий шаг – это смешать небесно-голубой с ультрамарином и начать писать наши горы. Самая дальняя гора кажется самой прозрачной, потому что она исчезает в массах атмосферы. Вот почему вам нужно использовать достаточно воды, чтобы смешать свой первый цвет. Я пишу вершины гор, затем намочу свою кисть и смягчу нижний край. Теперь надо опять высушить бумагу, прежде чем продолжать второй слой гор. На этот раз вы должны добавить немного более интенсивного цвета. Повторите первый шаг, напишите горы, смягчите нижний край. Вы должны продолжать те же ступени один слой за другим. Вы можете написать сколько пиков и слоев, сколько хотите, но не переусердствуйте. Более низкие слои гор требуют более деталей. Мы напишем несколько деревьев на переднем плане. Держите кисть вертикально и, используя заостренность кисти, напишите несколько верхушек деревьев.
Чтобы эти маленькие пики казались более визуально привлекательными, вы можете затемнить верхушки более интенсивным цветом. Имейте в виду, что это можно сделать, пока краска не высохла. Вам также нужно смягчить нижний край, не забывайте об этом. И мы пишем еще один последний слой, самый ближний, с растущим деревом. Для этого силуэтного слоя используйте интенсивный, слабо разбавленный цвет серого пейна. Я держу свою кисть очень свободно, пишу несколько камней, возможно, какую-нибудь траву и, наконец, мое кривое дерево. Это дерево растет в очень тяжелых условиях. Земля там скалистая, вершина гор может быть холодной и ветреной, поэтому дерево выросло кривым. Одного или двух деревьев для этой картины вполне достаточно. И последний штрих – это подписать вашу работу.